Привет, друзья! Этот выпуск посвящен реальному бойцу Донни Йену, который многим известен по фильмам про Ип Мана. В этих боевых сценах он демонстрировал стиль Вин Чун. Его коллеги по кино говорили, что среди кинобойцов, которые тоже являются мастерами спорта, в реальной боевой ситуации Донни Йен показывал бы себя лучше всех. И это неудивительно, ведь у него была реальная драка в жизни. Когда парень еще не был актером, то в одиночку отправил в госпиталь 8 мужчин, которые приставали к его девушке в клубе. Донни Йен родился 27 июля 1963 года в китайском городе Кантоне. Затем вся его семья перебралась в Бостон, и там Донни провел самые значимые для последующей жизни годы. Он начал изучать ушу и тайчи в школе своей матери, владевшей самой известной школой боевых искусств. Донни оказался способным учеником, и ему нравились фильмы про кунг-фу. Его кумирами были Брюс Ли и тогда еще начинавший Джеки Чан. В подростковом возрасте Донни начал изучать тэквондо. В дальнейшем у него получилось достичь 6-го дана. В 80-х годах Йен становится завсегдатаем так называемой зоны боев. В этом месте проходили нелегальные бои без правил. Здесь у него получилось познакомиться с представителями триады, которые берут контроль над способными бойцами. В дальнейшем Донни не без вмешательства матери уезжает в Пекин. Там его берут в национальную сборную по ушу. В качестве тренера был известный китайский мастер Лиу Мэй. На занятия у Йена уходит несколько лет, и после чего он возвращается в Америку. По пути он заехал в Китай, и его пригласили сняться в «Пьяном шаолиньском мастере». Кинокартина стала большим хитом в видеосалонах Гонконга. Любопытно, что 19-летний Донни не собирался оставаться в кино, так как согласился сниматься просто для получения нового опыта. Да и новая работа в фильме Йену не понравилась. Тогда он ни на минуту не задумывался, что может остаться в боевом кинематографе надолго. Заметим, что в своих картинах Донни отработал свой собственный стиль постановочного боя, а не стал повторять за кумирами детства и подражать их ударам. В конце 80-х годов снялся во второй части фильма под названием «Однажды в Китае», и это становится отправной точкой в развитии его карьеры. Это кино делает из него настоящую звезду в масштабах Гонконга. Позднее артист стал звездой и на телевидении, сыграв главные роли в популярных сериалах «Мастер кунг-фу» и «Кулак ярости». А в 2010 году с участием Донни вышел сиквел второй картины «Кулак легенды». В дальнейшем Йен вернулся в Америку, и его пригласили ставить сцены поединков в различных голливудских фильмах про боевые искусства. Также он принял участие в них в эпизодических ролях и выполнял опасные трюки. Мировую известность Донни принес биографический боевик Ип Ман и все его последующие продолжения. Фильм рассказывает о судьбе первого учителя по Вин Чун и его борьбе против оккупантов, а также с бандитами из соседних городов. Годом позже на экраны вышел фильм «Меченосцы». Сюжет разворачивается вокруг простого ремесленника, в деревню которого приезжает сыщик. 2014 год ознаменовался для артиста выходом картины «Последний из лучших». Она рассказывает о судьбе бывшего полицейского, который случайно убил человека и попал в тюрьму. Актер не ограничивает свое творчество только ролями в кино. В качестве режиссера он выпустил около десятка фильмов, из которых особенно выделяется «Легенда о волке», а также «Большой босс 2» и «Баллистический поцелуй». Не забросил Йен и занятия боевыми искусствами. В Америке он участвовал в различных соревнованиях и раз за разом брал золотые медали. За все время он освоил десятки видов спортивных единоборств. В некоторых случаях даже прерывал съемки фильмов, только для того, чтобы лучше изучить сложные приемы. Также актер известен миру своей физической подготовкой, силой и невероятной скоростью. Он смог этого добиться благодаря строгому и дисциплинированному режиму тренировок. Сейчас мужчина держит себя в хорошей физической форме и прекрасно выглядит для своего возраста. В свободное время Донни путешествует и практикует занятия боевыми искусствами. Возможно, для многих фанатов боевого кинематографа Донни так и останется главным и настоящим Ип Маном на все времена. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.